Привет, друзья! Если у вас есть мука и 2 яйца, обязательно приготовьте этот вкусный рецепт. Когда я только еще замешивала это тесто для булочек в духовке, я уже понимала, что этот рецепт не должен остаться в закромах моей кухни, я должна обязательно поделиться им с вами. Беру большую миску и просеиваю 600 грамм муки. Муку обязательно просеиваем, так выпечка получается более пышной и воздушной. Добавляю столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Добавляю 8 грамм сухих дрожжей. Сухие дрожжи вы можете заменить свежими дрожжами, тогда на эту порцию вам понадобится 24 грамма живых дрожжей. Теперь хорошо смешаем все сухие ингредиенты и сделаем вот такое углубление, колодец. И сейчас в этот колодец мы наливаем 350 мл теплой воды. Воду берем еле тепленькую, главное не горячую, чтобы горячая вода не обожгла дрожжи. Также мне понадобится 2 куриных яичка. Разбиваю яйца. Мне понадобится для теста 1 яйцо и 1 яичный белок. Яичный желток я отложу в другую миску, пока отставим его в сторону, он пригодится нам попозже. Яйца добавляю в тесто. И все хорошо перемешиваю, удобно это делать при помощи деревянной ложки. Перемешиваем до объединения ингредиентов. Вот так. Тесто пока еще очень липкое, густое. Добавляю к тесту 20 мл растительного масла. После добавления масла тесто уже будет удобно вымешивать руками, оно уже не так сильно будет липнуть к рукам, хотя все время, пока мы будем его вымешивать, оно все равно будет немного прилипать, но это нормально. Старайтесь не забивать тесто лишней мукой, чтобы булочки получились более нежными, пышными и воздушными. В крайнем случае смазывайте руки дополнительно растительным маслом. Вымешиваем тесто сначала в миске, когда оно станет прилипать чуть меньше, смазываем стол маслом, выкладываем тесто и продолжаем процесс вымешивания на столе. Вот таким вот образом перекатываем тесто, оно очень приятное в работе, словно пух. Любимые мои, работать с дрожжевым тестом – это сплошное удовольствие. Я обожаю процесс вымешивания теста, для меня он похож на медитацию. Как ни странно, когда я вымешиваю тесто, я просто отдыхаю, наполняюсь силами, у меня всегда улучшается настроение, а также это всегда положительно сказывается на самом хлебе, на его вкусе, на его качестве, потому что всем давно известно, что когда мы готовим, делаем что-то с любовью, то и блюдо получается необыкновенной вкусноты. Посмотрите, какое у нас мягенькое, пушистое, нежное тесто. Ну просто красота! Кладу тесто в чистую миску. Затягиваю миску пищевой пленкой, чтобы тесто у нас подходило без сквозняков. А также сверху накрываю его хлопчатобумажным полотенцем, чтобы тесту было тепло, комфортно и оно быстрее подошло. Миску с тестом я оставляю в теплом месте, оно будет подходить около часа. Но также время подъема теста всегда зависит от температуры на вашей кухне. Чем жарче на кухне, тем быстрее тесто подойдет. У меня прошел час, посмотрите, друзья, тесто прекрасно подошло. Смотрите, какое оно нежное, волшебное, ну просто чудесное. Очень нежное тесто, как пух. Теперь, мои хорошие, округляем тесто вот таким образом. Делаем из него такой большой шарик. Делим шар на 12 частей. У нас с вами получится 12 мягких, пышных, ароматных и шикарных булочек. Пожалуй, нет ничего прекраснее, чем свежеиспеченный домашний хлеб. И этот рецепт вы всегда без труда сможете приготовить.
Беру кусочек теста и вот таким образом подкатываю его в шарик. Посмотрите, все очень быстро, просто и легко, друзья. Повторяйте за мной, у вас точно все получится. Давайте сделаем еще один шарик. Раз, и все готово. Очень быстро, легко, увлекательно, а кроме того, при работе с тестом вы получите огромное удовольствие. Обязательно прикрываю чистым хлопчатобумажным полотенцем, чтобы тесто не заветрилось и на нем не образовалась такая твердая неприятная корочка. Поэтому обязательно держим его либо под полотенцем, либо под пакетом или пищевой пленкой. Беру кусочек теста, вот таким образом разминаю его сначала пальчиками, а затем раскатываю его в тонкий пласт при помощи скалки. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из моих любимых зрителей. И, конечно, не забывайте ставить лайки и делиться рецептом с друзьями. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Раскатали, и теперь вот таким образом подкатываем тесто в рулетик. Вот так, все очень просто, друзья. Зафиксируем краешки теста, немножечко защипаем пальчиками, чтобы рулетик не развернулся. И делаем вот такой вот бублик. Хорошо зафиксируйте края, повторяйте за мной, делайте все как в видео, и у вас точно все получится. На самом деле все очень быстро и просто. Вы и сами не заметите, как приготовите целый противень вкуснейших ароматных булочек, ароматного хлеба, так что вам всю неделю не придется ходить в магазин за хлебом, у вас дома будет вкуснейший домашний хлеб. Чтобы испечь такой хлеб, не требуется много времени, а в результате получается потрясающая домашняя выпечка, сделанная, приготовленная своими руками. И правда, многие из нас до сих пор помнят аромат и вкус домашнего хлеба, который пекли наши мамы и бабушки. Он остается в памяти надолго, и также наши дети будут вспоминать свое детство именно по этому аромату, по запаху домашней выпечки. Поверьте, друзья, это того стоит. Эти эмоции не купишь ни за какие деньги. Скатываем еще один рулетик, защипываем края и формируем еще один бублик, еще один бейгл. Посмотрите, еще один бублик готов. Вот такой вот он очень симпатичный получается. Отправляем на противень к другим булочкам, пусть они немного полежат, я уверена, что они подружатся. Все готово, друзья, посмотрите, какая красота, очень симпатичные булочки у нас получаются. Накрываем их полотенцем и оставляем минут на 20-30, чтобы булочки подошли. Здесь у меня желток, который мы с вами отложили в самом начале. Добавляю к желтку 2 столовых ложки молока. И вот так хорошо перемешаем вилочкой до однородности. Вау, только посмотрите, какие шикарные у нас булочки получаются. Это просто чудо. Такая дружная семейка получилась. Друзья, загляденье настоящее. Аккуратненько смазываем булочки яичным желтком, смешанным с молоком. Все делаем очень аккуратно, чтобы хлебушек не опал. Готово. И сверху хлебушек можно посыпать семенами кунжута или любыми семенами, любыми семечками. Можете взять семечки подсолнуха, тыквенные семечки. Берите то, что у вас есть, а если кто-то любит, можете посыпать булочки маком. Получится невероятно вкусные бейглы с маком. Выбирайте посыпку на ваш вкус и по вашему желанию. Духовку я уже разогрела, отправляю булочки в духовку, выпекаю при температуре 180 градусов около 20 или 25 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки, так что ориентируйтесь по красивому золотистому цвету.
Как только булочки готовы, достаем их из духовки. И обязательно поделитесь этим рецептом с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Вкуснее всего они в горячем виде, но также вы можете, конечно, их остудить и убрать в пакетик. Обязательно храните в пакетике, чтобы они оставались подольше мягкими. Эти булочки просто созданы для того, чтобы разрезать их вдоль пополам, намазать сливочным маслом и подавать с вареньем или с джемом. Очень-очень вкусно, друзья. И, конечно, вы можете подавать их с несладкими начинками, например, со сливочным сыром и с лососем. Также получится невероятно вкусно, если разрезанную булочку немножко смазать майонезом, сверху положить листики салата, ломтики отварной курочки, кружочек помидорки и маринованные огурчики. А сверху накройте второй половинкой булочки. Получается просто невероятная вкуснятина, такой домашний бургер. Друзья, готовьте на здоровье, делитесь рецептом с друзьями. А я напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Люблю, целую, прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Пока-пока, мои любимые, и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись.